Дирарира, дирарира, Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. Сегодня хочу поговорить с вами о праздничных украшениях. И в частности, вот о таких красивых розах, которые могут быть использованы в свадебных композициях, в свадебных бутоньерках, чем мы с вами сегодня и будем заниматься. Я покажу вам, как легко и просто можно сделать вот такое красивое свадебное украшение для жениха, для невесты и для приглашенных гостей. Нам с вами понадобится вот такая красивая атласная лента шириной в 2,5 сантиметра. Эта лента шириной 2,5 сантиметра. И длина таких ленточек где-то от 7 до 8 сантиметров может колеблется. У меня здесь 8 сантиметров. 8 сантиметров на 2,5. На каждый такой бутончик нам понадобится от 2 до 5 лепесточков. То есть можно сделать не раскрывшийся бутончик вот так красиво из 2 лепесточков. И можно сделать как бы уже раскрывающийся из 3 и далее 4-5 лепесточков, чтобы цветочек был небольшой. Итак, я нарезала ленточки 2,5 на 8 сантиметров. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно сделать вот такие оригинальные лепесточки. Как делается такой лепесток, я покажу вам сейчас. Для этого мне понадобится иголка с ниткой и мне понадобится небольшая зубочистка. Итак, мы приступаем. Показываю, что мы делаем. Мы сворачиваем наш лепесточек, будущий лепесточек, вот так пополам. Пополам, лицевой стороной наверх. Ничего сложного. Затем, вот при помощи такой зубочисточки мы начинаем делать наш красивый лепесточек. Начинаем с уголочка. И вот так потихонечку, потихонечку, потихонечку. Все это закручиваем, чуть-чуть не доходя до середины. Затем я немножечко все это подтягиваю, снимаю. И закрепляю вот этот кончик при помощи ниточки и иголочки. Вот так. Готово. И прошиваю чуть-чуть небольшими стежочками. Вот так. Затем все то же самое повторяю с другой стороны. Беру мою зубочисточку и начинаю закручивать мой лепесточек. Вот так. Затем чуть-чуть его подтягиваю, чуть-чуть буквально подтягиваю и вытаскиваю. Прошиваю дальше, захватывая вот этот кончик. Чуть-чуть стягиваю. Лепесточки можно стянуть побольше, поменьше, но я стягиваю не очень сильно, чтобы потом можно было их красиво закрутить. Вот так. Делаю 2-3 прихватика и закрепляю мою ниточку. Закрепила мою ниточку и отрезала. Так можно сделать сколько хотите лепесточков для многих-многих цветочков. И в дальнейшем все эти лепесточки, я вам показываю, нужно обрезать вот здесь аккуратненько эти кончики. 1, 2 и обжечь при помощи нашей зажигалочки. Вот так, чтобы они не распускались. И у нас лепесточек, наш лепесточек для розочки готов. Вот так. Итак, наши лепесточки готовы и можем двигаться дальше. Можно их прошивать, а можно склеивать при помощи горячего пистолета. Что я и буду делать. У меня есть вот такая обыкновенная палочка, которая используется
в домашних работах. И на нее, на кончик, я и буду наклеивать мою розочку. Мне так очень удобно. Затем я могу обрезать длину, как мне надо. И я беру первый мой лепесточек. Беру первый мой лепесточек и начинаю закручивать его вокруг вот этого моего центра. Все делается, девочки, легко и просто. Я просто закручиваю вот этот мой первый лепесточек. Аккуратненько. Вот так. Это будет центр нашей розочки. Вот так, аккуратненько, чтобы все было на одном уровне. И подклеиваю небольшой капелькой. Все. Первый мой лепесточек, серединочка готова. Дальше мне нужно прикрепить вот так второй лепесточек. Я не затягиваю все это сильно, чтобы лепесточки были немножко раскрытыми. Опять же, все аккуратненько, аккуратненько прикрепляем один лепесточек и закрываем второй. Вот у нас получается второй лепесточек. Если вы хотите закрытый бутончик, то так может быть и достаточно. Если хотите розочку побольше, дальше продолжаем. Нам нужно наложить наш лепесточек вот здесь, на эту серединочку, вот так. И движемся дальше. Опять же, все это аккуратненько подмазываем горячим клеем и закрепляем следующий наш лепесточек. Вот так. Немножечко расширяя. Вот у нас уже 3 лепесточка в нашей розочке. Движемся дальше и прикрепляем 4. Если хотите розочку попышнее, то можно взять 5 лепесточков. Я думаю, будет достаточно. Так, и прикрепляем сюда. Вот так. Одну, немножечко наклоняя, прикрепляем и этот кончик. Прикрепляем и этот кончик. Вот так. И наш последний лепесточек. Наш последний лепесточек делаем еще свободнее. Накладываем капельки. И потом эти розочки можно использовать в любых ваших работах. И вот так. Прикрепляем наш лепесточек. Можно не доходить до конца. Вот так, чуть-чуть не доходя до конца, прикрепляем наш последний лепесточек. Вот. И, в принципе, наша работа с нашей розочкой сделана. Если хотите розочку попышнее, можно добавлять и добавлять лепесточков. Но я думаю, вот так нам будет достаточно. Немножечко раздвинем, пока не подсохло. И имеем вот такую красивую розу. Дальше, когда мы сделаем 3 или 5 розочек, мы можем собирать их в наши красивые бутоньерочки. Итак, нам осталось сделать вот такие листочки и собрать все вместе. Я беру атласную ленту шириной в 4 сантиметра и делаю небольшой листочек. Вот таким образом. Вырезая. Я делаю небольшой листочек для розочки и обжигаю его с 2 сторон. Вот так. Мой листочек готов. Делаю еще один и подклею к моей последней розочке. Вырезаю и красивенько буду подклеивать. Все, листочек готов. Раздвигаем его. Можно сделать перепоночки, если вы хотите. Но я сделаю так. Просто. Все, 2 листочка мои готовы. Подклеиваем их вот таким образом. И затем собираем
собираем нашу бутоньерочку.
дирарира,